Здравствуйте, давайте вернемся к тайне глав. Это наше второе занятие, посвященное следующему разделу, который мы разобрали примерно 2 трети или 3 четверти текста мудрости. Мы сделаем краткий обзор первых 17 глав, которые мы уже разобрали. Я пройдусь по ним по порядку, первой до 17 главы, но ученые ламы другая последовательность. Потому что если проходить главы по порядку, трудно увидеть закономерность. Почему Нагарджуна поставил главы именно в таком порядке? Мы ставим перед вами эту трудную задачу. Мы бросаем вызов нашим новым участникам этой программы, разбиться на небольшие команды и найти логику в порядке глав. Всего их в книге 27. Но мы пройдемся по первым 17. Что я сделал? Я взял комментарий Чони Ламы и поставил главы снова по порядку. То есть я изменил его последовательность глав и поставил их по порядку, который сейчас не соответствует порядку, предложенному Чони Ламой. И я просто пройдусь по его комментариям к содержанию каждой главы. Я не буду пытаться найти связь между главами, потому что это ваша работа. Я с нетерпением жду, что же вы придумаете, потому что я думаю, что это поможет мне. Меня уже давно интересует этот вопрос. Я также бросаю вызов смешанным орешкам. Тем, кто научился переводить. Я призываю вас заглянуть в базу данных LLL Джона Брэди, особенно в раздел Мадхьямики, Сунгбум. Это исконные тибетские тексты. И я призываю вас найти чье-либо объяснение порядка глав. Я предполагаю, что это может быть великий монгольский ученый Чодже Гаванфелден или Джамьянг Шепа, кто-то подобный им. Один из тех людей, кто мог бы написать объяснение, но я призываю вас найти это отдельно и не делиться этим с командами. Хорошо? Но вы также можете представить эту информацию. Первая глава называется Пратьяпарапикша, что означает исследование условий. Он не говорит причинно-следственная связь, он говорит исследование кен, условий для вещей. Чони Лама объясняет эту главу, говоря, что мы должны показать, что если мы собираемся доказать, что вещи не являются самими собой, то наша первая задача доказать, что они не могут начаться из себя. Я скажу это еще раз. Если цель всей этой книги называется «Мудрость», заключается в том, чтобы доказать, что вещи не являются самими собой или доказать пустоту вещей. Тогда первое, что мы должны сделать, это понять, как они начинаются, если они не начинаются из себя. Понятно? Он говорит, что поэтому Нагарджуна в качестве первой главы написал главу под названием «Исследование условий», которые помогли вещам начаться. Вот такая у нас логика для первой главы. Потом она разваливается. Переходим ко второй главе. Кстати, вот картинка для вас. Я стараюсь каждый раз подобрать для вас образ, чтобы легче было это запомнить идею. Я лично считаю это отличным упражнением. Если я хочу запомнить учение, которое я получил сегодня или вчера, я просто просматриваю изображение и пытаюсь вспомнить, о чем это было. И когда вы увидите эти маленькие ростки, появляющиеся из семян, вы подумаете про себя. Ага, первая глава в условиях. Что является условиями? Я хочу, чтобы вы так подумали. Итак, я буду показывать картинки, образы, и я хочу, чтобы вы соединили их мысленно. Есть традиция в этой линии передачи, что когда вы изучаете тему, вам нужно повторить ее как минимум дважды после занятия. Желательно один раз в день занятия и еще один раз на следующий день или через день. Так что лично я считаю, что это отличная идея. Выполнять традиционные повторения, требуемые в вашей линии передачи, просто смотря на картинки.
Используйте изображения, используйте образы. Мне нравится это делать. Когда я готовлю себе завтрак, то кладу картинки на стол. Затем кладу еду в рот, пью свое кофе и пытаюсь вспомнить, о чем была эта картинка. И для меня это очень приятный завтрак. Можно называть этот дхарма завтраком. Итак, да, кстати, это объяснение о чем? Первая глава появляется ближе к середине первой главы. Он даже не говорит об этом в начале. Я нашел это объяснение для вас. Хорошо, вторая глава. Ах да, в первой главе есть один, который вам надо обязательно помнить. Я прочитаю его на санскрите. Поскольку мой санскрит не такой хороший, как тибетский, я люблю находить оправдание, чтобы улучшать его. Это вступительный стих на санскрите. Вступительные строки мудрости чрезвычайно известны. И я думаю, что стоит того просто посмотреть на них. А теперь на тибетском. Очень известно, мы все время повторяли их вслух в монастыре. Английский. Я преклоняюсь перед высочайшим из учителей, перед полностью просветленным, который обучает нас достижению того покоя, где наши фантазии о том, как вещи существуют, окончательно прекращаются. Я преклоняюсь перед тем, кто обучал нас, что все происходит в зависимости. Ничто не заканчивается и ничто не начинается. Ничто не прекращается, но ничто никогда не делится вечно. Длится вечно. Ничто не приходит, ничто не уходит. Нет двух разных вещей, и никакие две вещи не являются одинаковыми. Это вступительные строки мудрости, очень-очень значим. Чони Лама объясняет это известный стих из 8 частей. Он говорит, этот стих о добрейшем поступке, когда-либо совершенном Буддой, о том, что он передал нам учение о зависимом происхождении, а потом показал его пустоту. Он всегда обучает таким способом. Знаменитый восхваление Цанкапой Будды называется Цендрал Тёпа. Хвала зависимому происхождению. Длинное название – хвала лорду Будде, потому что он учил нас зависимому происхождению, который фокусируется на том, откуда происходят вещи. Оно не фокусируется на том, чем вещи не являются. Оно фокусируется на том, откуда вещи происходят. На кухне это ваш муж кричит, потому что вы кричали на своих детей, что кажется более полезным, чем говорить, что ваш муж не происходит из любого другого места. Я имею в виду, что вы определяете, откуда он происходит. Чони Лама объясняет эти первые 8 описаний в вводных строках, которые стоят того, чтобы упомянуть их в первой главе. Мы пройдем через другие главы намного быстрее, чтобы закончить занятие вовремя. 3:50 или около того. Хорошо? То, что никогда не может закончиться в мысли, прекратить свое существование момент за моментом. Зависимое происхождение никогда не может закончиться. В смысле просто исчезнуть. Оно никогда не может начаться. В смысле принятия собственной идентичности. Поэтому подумайте, как вещи начинают получать свое название. Как только что-то начинается, как только новый сотрудник поработает несколько дней в компании, он получает титул и принимает свою идентичность. Обычно. Хорошо? Говорить что-либо никогда не может прекратиться, как поток, существовавший до сих пор, прекратился. Поток, в котором объект продолжается,
Я представляю велосипед, и затем, наконец, велосипед распадается, но у него был поток идентичности, и потом он прекратился. Это третья вещь, которая не происходит сама по себе, имеет свою пустоту. Ничто не длится вечно. Это что означает то, что не может быть разрушено? Ничто не может прийти оттуда сюда или пойти отсюда туда, само по себе, без вовлеченности кармы. Две вещи не могут быть отличными друг от друга. Чони Лама говорит, например, про разные места в пространстве. Также они не могут быть одинаковыми, в том смысле, что они занимают то же самое место. Это его комментарий к первой главе. Главное, помните, братья Парикша, исследование причин или условий, из которых происходят вещи. Глава 2. Чони Лама описывает это так. И не забывайте, что я изменил его порядок глав. Я представляю комментарий Чони Ламы по порядку. Он говорит, услышав, что человек не имеет собственной природы, вы начинаете задаваться вопросом, как он пришел в эту жизнь и как он покинет эту жизнь, если он не существует сам по себе. Если человек не существует каким-то образом, тогда как он входит в эту жизнь и как он покидает эту жизнь. Итак, вторая глава называется «Исследование ухода и прихода». Исследование ухода и прихода. В особенности относительно того, как человек покидает свою старую жизнь и вступает в новую жизнь. Если он пуст, тогда кто совершает переход? Это следующая глава. Не забывайте, что ваша работа найти связь с условиями с первой главой. Это не моя проблема, это ваша проблема. И какой пример он привел? Вы помните картинку? Это была ступня. И мы пытались определить, какая часть ступни идет, а какая часть ступни уже прошла. Когда вы наполовину сделали шаг, где грань между частью ступни, которая прошла, и частью ступни, которая только собирается пройти? Какая часть ступни уже опустилась, когда вы делаете шаг, какая часть ступни делает шаг, и какой части ступни еще предстоит опуститься? Поэтому я потрудился, нашел это изображение, мы очень долго разбирались с этим вопросом, и я не собираюсь углубляться в него. В чем наша задача? Первая глава посвящена тому, как вещи происходят из своих условий. Вторая глава посвящена тому, как люди происходят из прошлой жизни и вступают в текущую жизнь. Теперь вы задаете вопрос о том, кто приходит и уходит. Какая часть приходит и уходит? Окей, верно? Поэтому это ваша задача. Вам нужно соединить все эти главы. Хорошо, следующая глава. Теперь мы поговорим о главах 3, 4 и 5. Эти три главы связаны с друг другом, они составляют одно целое. Не пытайтесь объяснять их отдельно. Хорошо? Ваши команды, воспринимайте их вместе, потому что если вам придется объяснить связь между 27 главами, то у вас разболится голова. Из группы глав среди 27, которые логически связаны с другими, согласно буддийской логике. Следующие три главы, 3, 4 и 5. Глава 3 называется «Исследование способностей». В основном это способность органов чувств, таких как глаза, уши, нос, язык и кожа, но также и другие способности, как, например, мужественность, женственность, мышление, ум. Этим способностям посвящена вторая глава Абхидharma Коши. Что насчет частей человека? А что насчет чувственных способностей человека? Это глава 3. Глава 4. Что можно сказать о кучах или 5 различных составляющих человека?
Глава 5. Что такое классические элементы, такие как земля, вода, огонь, ветер. Иногда добавляют сознание. И в медицине добавляют еще дерево. Не спрашивайте меня почему. Итак, эти три — это типичные для людей части, о которых лорд Будда говорил в учении Абхидхармы. Какой это из трех поворотов колеса? Первый поворот колеса. Это не безумие говорить о чувственных способностях человека, частях человека и элементах, из которых создано физическое тело. Типичная энергия, которую мы называли бы гравитацией, или инерцией, или энтропией, или чем-то подобным. Они выражают эти идеи через такие понятия, как вода, ветер, но они не подразумевают их, они не говорят о физической воде, они говорят о природных энергиях. Это естественно для Нагарджуны рассматривать эти три главы как одно целое. Если Нагарджуна, если вы говорите, что все пусто и что ничто не существует само по себе и ничто не является самим собой, тогда почему Будда так подробно описал эти конкретные части человека при первом повороте колеса? Был ли он прав? Был ли он сумасшедшим? Почему он так обучал? В тех трех главах рассматриваются эти части человека. Теперь у нас есть 1, 2, 3, 4, 5 глав. Нет очевидной связи между первой и второй главами, или второй и третьей, четвертой, пятой. И это ваша задача. Ура! Кстати, вот моя картинка для третьей, четвертой и пятой глав. Я пытаюсь объединить главы, потому что все уснут. Если я попытаюсь объяснить, описать 27 связей, попробуйте. Почему Нагарджуна не написал 5 глав, 6 глав? Мы не знаем. Но обычно вы не перегружаете учеников 27 логическими связями между главами, лучше объединив их. Для меня это 3, 4 и 5 главы, и все, что части автомобиля. При описании части человека Будда имел в виду, что люди были самими собой. Понятно? Он был очень конкретен в этом. Части человека очень простые. Они ощутимы. У вас есть чувства, у вас есть развлечения, у вас есть физическое тело, у вас есть сознание. Это стандартные части человека. Будда никогда не говорил, описывая эти три вида частей в тех трех главах, он никогда не говорил, что получившийся в результате человек не существует. Он никогда это не говорил. Так что естественно, что не забывать, что Нагарджуна находится на стыке низшего и большего путей. Он является мостом между низшим путем и высшим путем. Хорошо? Через срединный путь. Так что он человек, который стоял в центре периода Абхидхармы и в начале периода Срединного пути. Он является вехой. Он человек, который ознаменовал переход от Абхидхармы к Срединному пути. Он тот, кто сделал это. Это другое, окей. Давайте поговорим о главах 6 и 7. Я предлагаю сгруппировать 6 и 7 вместе. Чони Лама это делает и почему? Он начинает свою логику с вопроса. Я повторю, что его логика расположения глав другая. Так что он говорит, тогда кто-то может подумать, учитывая, что у него есть эмоции, например, желание, и так как мы наблюдаем в вещах три стадии – возникновение, пребывание и прекращение, и мы также видим объяснение, что вещи вызваны кармой, о чем мы поговорим позже. Поэтому разве нельзя сказать, что у них есть природа? Разве эмоции не имеют природы? Разве, в частности, негативные эмоции не вызывают ваше следующее рождение? Разве у них нет природы? У них должна быть природа. Итак, 6 глава
посвящена исследованию страстного желания. И человек, который испытывает такое желание, глава 6 называется «Исследование страстного желания». И человека, который имеет это чувство в своем сердце. Глава 7 посвящена исследованию возникновения, пребывания и прекращения. И уже у нас возникает вопрос, почему Нагарджуна переходит от страстного желания к возникновению, пребыванию и прекращению? Какая связь? Я понимаю, что Чони Лама хочет объединить главы 6 и 7 вместе. Почему? Он говорит, разве у них нет своей собственной природы? Но почему он объединяет их? Действительно ли у него есть веские аргументы? Это ваша задача. Как это связано с обсуждением частей, которое было более конкретным, и там не говорилось о пустоте? Это ваша проблема. Вы должны понять эту связь. Я даю вам обоснование Чони Ламы для отдельных глав или небольших групп глав в ином порядке. Он дает их не по порядку. Следующая глава. Кстати, если вы хотите, на самом деле глава 6 и 7 о возникновении, пребывании и прекращении, а также о страстном желании, которое, возможно, запускает перерождение или провоцирует переход через вашу жизнь, то есть перерождение, там он говорит о субъектах действия. Когда вы утверждаете, что Будда, когда вы отрицаете, что когда Будда обучал частям, например, элементам, из которых состоит физическое тело, он не говорил, что они исходят сами из себя. А как насчет взаимодействия между частями? Как насчет причин и следствия? А что насчет субъектов действия? А как насчет человека с бильярдным кием, который бьет по бильярдному шару? Этого тоже не существует. Как может человек, чей большой палец и рука не настоящие, держать палку и заставлять шар вращаться на бильярдном столе? Как такое возможно? Именно такой вопрос возникает в следующем. Хорошо, глава 8. 8 глава называется «Исследование субъектов действий и действий». Я думаю, здесь есть довольно очевидная связь с предыдущей главой. Если страстное желание забрасывает вас в следующую жизнь, а затем вы демонстрируете возникновение, пребывание и прекращение в следующей жизни, то не следует ли нам рассматривать страстное желание как субъект действия, который заставляет вещи происходить? Тот, кто заставляет вещи происходить. Итак, глава 8, извините. Глава 8. Исследование субъектов действий и действий, делателей и вещи, которые они делают. Вот как Чони Ламе представляет главу 8. Услышав, что человек не обладает собственной природой, кто-то может задаться вопросом, как такой человек пришел в эту жизнь из другой жизни, и как он ушел в другую жизнь из этой. В таком случае вы также можете спросить, если карма заставляет человека совершить это путешествие, то как вы можете совершить карму, если нет никого, кто мог бы ее совершить? Но вы знаете, что вам придется исследовать субъект действия и действия, то есть карму. Кто совершает карму? И что такое карма, если никого не существует? Как несуществующий бильярдный кий может заставить шар пересечь стол несуществующим образом? Это глава 8. Понятно? Мы завершили половину нашего обзора. Мы успеваем по времени. Кажется. Итак, эта идея главы 8, переход из одной жизни в другую. Мне нравится эта фотография. Это Шанти, новорожденный член нашей Санхи. Он родился у Пачи Кокета и его жены Пао в Гвадалахаре на прошлой неделе, кажется. На самом деле, в первый день Нового года мы навсегда запомним. Надеюсь, родители тоже запомнят. 1 января, и так продолжаем. Как этот ребенок пришел в эту жизнь? Как он ушел из прошлой жизни? Кто ушел и пришел? И что это были за силы? Каковы были субъекты действия или силы, которые привели его в следующую жизнь и создали само это действие?
Что это за силы? Глава 8. Какова взаимосвязь между главами 7 и 8? Это вопрос для вас. Я просто описываю главы. Глава 9 опять не по порядку. Я даю главы не так, как представлены ученые ламы, но я следую порядку Нагарджуны, который, возможно, он просто струсил. Он даже не попытался расположить их по порядку. Он просто слукавил и расположил их не по порядку. Так что это ваша задача. Вот его обоснование главы 9. Выслушав изложение о том, что субъект действий, делатель кармы не имеет собственной природы, слушающие могут подумать, что, возможно, никогда и не существовало никого, кто бы принял перерождение. Кто же принял перерождение? Если Шанти не было здесь до того, как Шанти родился, кто принял перерождение Шанти? Это значит, что до Шанти должен был существовать тот, кто был Шанти, чтобы принять перерождение Шанти. Кто был до его рождения? Кто существовал до того, как действие было совершено? Понятно? Это предмет обсуждения главы 9. У нас есть фотография. Да, она мне нравится. Это фотография дерева. Я купил 3 персиковых дерева для КВ «Персиковое дерево». Я, Стэнли и Эллисон, которые переехали из Чэньчжяна в Китай, посадили 2 из них рядом с кафе. Потом я подумал, что посажу одно дерево рядом со своим домом, чтобы порадовать жену, и эта фотография дерева у моего дома. В первый же год на нем выросло много красивых персиков. Вопрос в том, что было раньше. Если задуматься, это интересный вопрос. Шанти принял перерождение? Нет. Шанти не переродился, потому что Шанти не было до рождения Шанти. Так что кто же принял перерождение? Кто принял перерождение Шанти? Понимаете, что я имею в виду? Кто был там раньше? Кто был до появления дерева, чтобы его посадить? Это дерево свидетельство того, что кто-то был там. Но кто же это? Какая это глава была? Глава 9. Теперь глава 10. Вот комментарий Чони Ламы в другом порядке. 10 глава «Исследование огня и дров» посвящена опровержению известной метафоры, которую люди использовали в попытке доказать, что тот, кто принимает на себя различные части человека при перерождении, имеет некую собственную природу. У Шанти была... Шанти, который принял тело и ум, выйдя из Пау, имел некую собственную природу, иначе он не смог бы принять тело. Понятно? Кто-то должен был существовать прежде, и небуддистские школы пытаются объяснить это с помощью метафоры огня и дров. На самом деле, глава 10 – это позиция оппонента, и это важно знать. Эта метафора про огонь и дрова пришла от оппонентов. Нагарджуна упоминает о ней только для того, чтобы опровергнуть ее. Что для них представляет огонь и дрова? Это сложно, и я постараюсь объяснить суть, а вам всем нужно понять, почему эта глава идет после 9 главы. Итак, в главе 10, в примере, в метафоре, приведенной небуддистскими школами, о субъектах действий и действиях, субъектом действия является дрова, а не тот человек, который развел огонь. Поэтому, когда вы читаете 10 главу, помните, что субъект действия – то, что было до огня, что заставило огонь возникнуть – это дрова. Дрова были первыми. Вы положили дрова, зажгли их, а затем дрова произвели огонь. Они говорят, что таким же образом можно объяснить и то, что как кто-то принял перерождение. Они это утверждают. Или они же говорят, что результат содержится в причине. Этот огонь уже был в дровах, и он проявился. Это школа Санхья. Это позиция Санхья. Это великая школа, существовала во время Нагарджуны. Хорошо? Вот картинка. Огонь и дрова. Просто помните, что в данном случае мы говорим об огне как субъекте действия, извините, о дровах. Тогда огонь – это деяние или действие, которое дрова совершают. Мы говорим, что их пример с огнем ошибочен.
И не забывайте, что в 10 главе представлена не наша система, а ошибочная система. Хорошо? Главы 11 и 12. Кстати, в этом обзоре мы рассмотрим только первые 17 глав, поскольку это обзор глав, который мы уже завершили. Если вам интересно, то на этом курсе мы рассмотрим главы с 18 по 23. Глава 18, на мой взгляд, самая важная во всем этом произведении, и она чрезвычайно известна. Именно эту главу люди часто цитируют. На самом деле я попросил членов команды «Смешанные орешки» собрать для меня статистику. Благодаря прекрасной работе Джона Брейди мы можем проводить такого рода статистический анализ, поскольку программа Gopher позволяет получить информацию о точном количестве совпадений в различных настройках, то можно определить процентное содержание цитат, например, какая из этих глав наиболее цитируема, и мы проверим главу 18, в которой идет речь о пустоте людей и вещей. Мы закончим этот курс на 23 главе, 19, 20, 21, 22 и 23 главы не так популярны. 18 супер популярно. 24 тоже супер популярно. Вам следует приехать на последний курс по учению Нагарджуны в следующем году. Хорошо? Главы 11 и 12. Глава 11 называется «Исследование первого начала или окончательного прекращения вещей». Исследование того, есть ли у вещей первое начало или окончательный конец. Глава 11. Глава 12. Исследование того, создается ли боль сама по себе или чем-то другим. Попробуйте просто установить связь между этими двумя главами. Чони Лама объединяет их. Я повторю это снова. Глава 11. Исследование того, есть ли у вещей первое начало и последний конец. Глава 12. Исследование того, исходит ли боль из самой себя или из чего-то другого. Есть ли что-то другое, что вызывает боль? Понятно? Он говорит, это Чони Лама. Он появляется после 10 главы, потому что опровергает идею о дровах. Эти две главы, 11 и 12, доказывают, что идея дров о действии и субъект действия ошибочна. Почему это так? Вы должны помнить с нашего прошлого курса, потому что я не помню. Я имею в виду, что вы сами разберетесь. Фотография. На самом деле это изображение мы использовали на прошлом курсе, когда мы обсуждали эти идеи, где вы проведете начало и где вы проведете конец, где заканчивается прошлая жизнь, где начинается текущая жизнь, где началась эта лента. Можно сказать, что рождение Шанти было разрезанием ленты, проведением линии во времени, когда он завершил свою прошлую жизнь и вошел в свою новую жизнь. Но эта лента, согласно буддизму, если она представляет ум или саму жизнь, то она не имеет начала, ни конца. Глава 13. Это введение. Учитывая это, и снова он возвращается, он объединяет эту главу с желанием. Учитывая, что мы видим эмоции, такие как желание, учитывая, что мы видим эти вещи, как что вещи возникают, пребывают и прекращаются, а также причины этих вещей, то есть карму и людей, которые совершают карму, если люди могут создать карму, если есть люди, которые совершают карму, то разве это не имеет своей собственной природы? Если что-либо может произвести результат, то оно должно быть самим собой, и мы говорим, что это не обязательно. Но мы обсудим это позже. Итак, глава 13 посвящена анализу факторов. Разве у нас не было такой главы? Какая была первая глава? Да. Исследование. Кен, да. Мы называли это условиями, а сейчас появилось другое слово «факторы».
В чем разница между условиями в первой главе и факторами в 13 главе? Мы должны исследовать это. Нам нужно сделать парикшу. Вот фотография с предыдущего курса. Мы выбрали эту картинку. На самом деле это иллюстрация концепции из 13 главы. О связи между обманом и ложью. Между обманом и ложью. Это идея иллюзий, когда вещи не такие, какими кажутся. Правда ли, что тот, кто обманывает вас, обязательно лгал вам? Лгут ли нам вещи? Пытаются ли вещь представить перед нами чем-то одним, и в тайне они являются чем-то другим? Могут ли они украсть у нас что-то, солгав нам? Хорошо. Вот в чем вопрос. Главы с 14 по 16 Чони Лама объединяет их вместе. Я предлагаю вам соединить их, потому что 27 – это слишком много для всех. Покажите мне 10 связей, представьте мне 12 связей, почему одна идея ведет к другой. Кто-то может обосновать это тем, что и человек, и вещи действительно обладают собственной природой, что вещи действительно вступают в контакт друг с другом. Так что на самом деле в главах с 14 по 16 речь идет об этой ключевой идее, о том, что могут ли вещи вступать в контакт с другими вещами. Контактируем ли глазное яблоко с внешним миром, с цветами и формами? Контактирует ли осознание того, что вы видите сознание с глазным яблоком? Какова природа контакта между умом и телом? Какова природа контакта между физическими вещами? Какова природа вещей, соприкасающихся друг с другом? Это общая тема глав с 14 по 16. 14 глава называется «Исследование контакта между вещами». 15 называется «Исследование природы вещей». Если вещи могут контактировать друг с другом, то они должны иметь отдельную природу. Если они могут соприкасаться друг с другом, это подразумевает, что они были отдельными до того, как соприкоснулись друг с другом. Если бы они были одним и тем же, они не могли бы вступать в контакт, не так ли? Контакт ведет. Исследование контакта между вещами ведет к исследованию природы вещей, а потом он переходит для Чони Ламы они естественным образом связаны друг с другом, но 16 глава – это исследование связанности и освобождение от связанности. Это другой вид контакта. Возможен контакт с наручниками. Хорошо? Так что каким-то образом эти 3 главы должны быть связаны друг с другом. Хорошо? Это ваша задача найти эту связь. Все 3 контакта. И вопрос контакта имеет решающее значение для понимания пустоты. Как одна вещь может касаться другой вещи. Вот картинка. Идея здесь, я не знаю, удалось ли мне ее передать, идея в том, что заставило ее вступить в контакт с деньгами. Все мы хотели бы вступить в контакт с большим количеством денег, верно? В зависимости от вашей мотивации вы можете вступить в контакт или не вступить в контакт. Контакт не происходит от того, что разные объекты находятся в одном и том же пространстве. Контакт происходит из мотивации. Контакт с деньгами происходит из мотивации помогать другим. На самом деле ли это контакт? Понятно? Деньги касаются вашей руки, если вы достаточно сильно хотите, чтобы они коснулись рук других людей. Не потому, что деньги бумажные, а ваша рука покрыта кожей. Подумайте об этом. Итак, глава 17. Не волнуйтесь, это последняя глава на сегодня. И на следующем занятии я пройдусь по главам 18, 19, 20, 21, 22 и 23. По 6 главам, которые мы рассмотрим на этом курсе. И сделаю их короткий обзор, а затем мы сразу перейдем к первой из них, 18. О чем говорится в главе 17? Кто-то говорит сансара, цикл страданий.
А на кухне что это? Жена. Кричит в ответ: «Я не глупая». Ты глупый. Сеет новые семена, идет в спальню из кухни и встречает непослушных детей, происходящих из семян критики мужа. Она кричит на детей, возвращается в кухню, ее муж кричит на нее. И тогда она кричит в ответ. Это называется мини-сансара, мини-цикл. Возможно, несколько таких мини-сансар происходит в вашем собственном доме в любой момент времени. Так что это исследование кармы и ее последствий. Кто-то говорит, что у сансары должна быть своя собственная природа. И доказательство этому, что существует базовая связь. Теперь у нас есть связь с парой предыдущих глав, есть связь между кармой и ее последствиями. Это не просто карма между вашей кожей и деньгами. Должны быть более глубокие связи. Например, между кармой и ее последствиями. Где существует связь между тем, что вы даете кому-то деньги, чтобы помочь ему, и тем, что получаете деньги обратно, что создало контакт между вашей кожей и бумагой, или цифрами, которые являются деньгами в вашем банковском счете в наши дни. Кто это сделал? Кто создал связь между проявлением щедрости и получением больших денег в ответ? Кто создал эту связь? Откуда произошла эта связь? Она должна существовать изначально. Это не так, что мы создаем, не так, что мы должны сначала создать эту связь, а затем карма работает. Каким-то образом она всегда присутствует, что означает, что ничто ее не сделал, что никто ее не сделал, верно? Нет. Хорошо. Кстати, я хочу обратить внимание, что когда он обсуждает в 17 главе связь между кармой и ее последствиями, он выбирает в качестве примера хорошую карму. Он выбирает позитивную карму, и это прекрасно. Думаю, вы захотите послушать этот стих. Когда вы контролируете себя, что в буддизме означает не нанесение вреда другим людям, хорошее отношение к другим людям, настоящая любовь к другим людям, это те семена, которые созревают как счастье даже в других жизнях. Он концентрируется на... Следующая картинка, пожалуйста. Это последнее. Он фокусируется на том, что называется белой кармой, чистой белой кармой. Так что в 17 главе он поднимает вопрос о том, являются ли связь самосуществующими. Связь, которую он выбирает, это связь между добротой и счастьем. Доброта по отношению к другим и счастье для себя. Потом он называет это чистой белой кармой. Он хочет знать, является ли связь между добротой к другим и счастьем для себя, является ли она естественной, что означало бы как самосуществующий. Хорошо? Хорошо, остановимся на этом. Это 17 глав, которые мы уже разобрали. Я думаю, вы чувствуете, я тоже, конечно же, чувствую, когда пытаюсь обучить вас этому, что здесь есть некоторый хаос. Каким образом каждая глава переходит к следующую главу? В основном в буддийских книгах очень тщательно прослеживается связь между каждой последующей главой. Эта книга не такая. В этой книге этого нет. Мудрости этого нет. Нам придется сделать это самим. Возможно, Нагарджуна хотел, чтобы мы сами приложили усилия, чтобы действовать, понять пустоту, действительно понять пустоту. Увидимся на следующем занятии. Ура!